Добро пожаловать, друзья, на канал Гильдии Рассказчиков. Сегодня мы ворвемся в Пандору. Будем пробовать захватить у лягушонков Угора как можно больше сокровищ, набрать и при этом не надорваться. Вместе с нами, наверное, самый легендарный як в игре в мире Фаери, эксперт Макс. Он умудрился, по-моему, по очень старым данным наиграть 2000 часов. Но когда мы сели, все участники гильдии рассказчиков, сравнивать достигнутые ачивки, оказалось у него меньше всего их. Согласитесь, это уникальный навык. Я даже могу уточнить 1670. Да. Так, заскакиваем в Пандору. Будем надеяться, что онлайн позволит нам подобрать игроков. Давай отнесемся ответственно к подбору колоды. Давай Колос возьмем. Нет, лучше Страж Королевы. Да не, Колос хорош, давай Колос. События будут, рывок 3. Колос. У нас нету третьего решающего голоса, поэтому будем по очереди менять. Ну, тут твой решающий голос. Давай по каждому споту, чтобы долго не спорить. Ну, давай. Так, исследователя бесстрашный. И давать исследование оппоненту. Ну да. А повелитель пустоши как тебе? У нас Но тем он более. тоже хорош. Он тоже хорош. Вопрос, будут ли жертвы здесь? Найдем. А Ну, жертвы я люблю. давай тут слово за тобой последнее. Исследователь. Я за пустоши, ты за исследователя. Исследователя? Давай исследователя. Окей. Ну, тут я предлагаю... Так, Геральт. Давай Я иглобрюхого. за Колоса Урагана. Сейчас будет прикольно, мы их наберем, у нас не будет событий, но будут еще события. Давай Колос тут. Давай. Так, выбирай ты. Но в событии есть ветровал. Ну, это такое себе Когда событие. будет желто-синее. Нет, то, что мы будем набирать еще, ну, по-моему, тут надо уже существо. Вот даже тот же Звездный Хранитель неплохо смотрится за одну воду. Как бы... Давай Звездный Хранитель. Это прокрут колоды, плюс это событие само по себе. Угу. Кстати, да. Так, у нас тут... Опять замешайте сокровища, но нет. ну, крылатый демон давай. Ну давай. Так, тут... Ну, тут я... А взор можно взять. Или ну, же конюх. конюх. Ну, тут ты решаешь. Я за конюха, наверное, лично я. Тут как ты. Слово за тобой последнее. Давай конюх, он все-таки иногда может решануть. Да, лягушонка там передвинут, как мы играли. Один на один где-нибудь вынести через всю карту. Рыцарь забвения хорош. И элементаль хорош. Я бы ставил на элементаля. Я тоже думаю, прыжок не помешает. Угу. О, живой пир прикольно смотрится. Или угорь. А контроль в виде огнеплюя. Ну, Или угорь, да, но тут, чтобы мы не попали 2-2. по землям. Да. Помнишь, Давай, правила давай. Айсейма упрощать. Может, конечно, еще что-то нам придет, но мы не знаем. У нас, кстати, в данном розыгрыше опять не будет леса. По-моему, как и в прошлый раз. Давай живой пир возьмем, нет? Ну, да В может конце хода огнеплюя? случайно соседнее существо. Не, ну это я понимаю, но огнеплюй за 3 маны 2-2 плюс урон может решить. Что-то Хорошо, там... давай его. Давай его. Так, я... давай думать тут. Сайфер. Тут Сайфер. Я еще смотрю Тритон Путешественник.
Сайфер? Ну, я за Сайфера, а Хорошо, ты... ты решаешь, что я уже сбился. Мы Чье всё в твоей решение? руке. Давай, Сайфер, ты решаешь. Тут теперь смотрим. Боевая жаба, наверное. Да, я тоже на них посмотрел. Ух ты, Тут, кстати, интересно. Я тут ну, если был бы точно механизм. молот, да, взять хранителя, а потом молота не будет. Мы Механизм можем или нести. дворцовая чаша? Ну, механизм хорошо смотрится в плане и отхила для А таких. хранителя не хочешь взять? Ну, это будет прикольно, И если он сразу будет закончить полный. трансляцию, если не будет молота. Это Ну будет, наверное, давай, а самая что мы быстрая Пандора теряем? у Ну нас. не сыграет, не сыграет, сыграть, Да сыграет. Если ну, сыграть, будет круто. мне кажется, так рисковать. У нас вроде сейчас неплохая набирается колода. Давай И механизм или тут чашу. целых 2 сокровища, там шанс молота есть, в принципе. Мизерный. Давай не будем Мгм. руинить. Ну, была б уверенность хотя бы 50 на 50, тут я не знаю. Это как в казино играть одна 100-тысячная. Ну, не 100-тысячная. Я так делал 1000 раз. Да, и не начинал даже Пандоры, да? Мне не столько голду жалко, сколько все-таки хочется. Вроде бы пока неплохо собирается. Давай механизм или чаша. Тут рандом случайно мол. Я за, наверное, механизм. Я за механизм. Это и существо, и отхил, и дамаг. Окей. Пророк прилива, возможно. Ну, похититель прокрут. Ну, прям. Личный убийца Может быть, может неплохо. Это ж смертельное касание. или личный убийца, или щит. Я тут за такое. М, Но если из таких ты предлагаешь, давай тогда личный убийца. Окей. А Солдат тут ветра. солдат, да. А лягушение, ну это дорого по землям, но с другой стороны. Ну, с другой стороны, если Можно затягивается, его это взять. важная вещь. У нас две уже и так будет. А там, если вдруг под лягушение достроить. Сказать прям, чтоб, ну, голод или придворный шут настолько круто были. Нет. Тут синергия для яка, для пастушки нужна будет. Я за лягушение. Давай. Дождь из рыб, приказ. Ну, приказ, наверное, самое такое. Приказ. Да. Так. Давай этого хранителя. Еще одного. Давай. Ну, и унизительный, да? Унизительный. Тут, по-моему, А без может демон? вариантов. Ну, тут что-то приносить жертву у нас уже есть что одно. У нас тут жалко будет. Что... Да, унизительный, ну, стабильная карта. Две воды нам. Хорошо. Кража не так играет. Унизительно, да? Ой, ну я тут однозначно за вихрь. Тут без вариантов. А давай скаломет возьмем. Это твой спот, да? Давай. Можно взять здесь ракоакоптер или черепаху. Да я как-то даже думаю, черепаха у нас и У того нас по строить, и землям того. как Да. бы четко все. Четко, как всегда, что надо кучу земель. Так что. Так и должно быть в Пандоре, так и должно. Мгм. М, Хранитель снов очень хорош, он же ж перемешивает всю колоду, можно вытащить Ну, сокровища. рандом нужно. Я тут за планера. 5-4, полет, прыжок. Не подставляется под всплеск. По-моему, хорошая штука. Планер. Ну, Вот можно и его. подумай. У нас Но пока я еще за непонятно, хранителя что у нас там, если были типа какие-то топовые сокровища, еще, что надо прям на них ориентироваться. Давай планера. одно уже топовое мы пропустили. Храни- Я за хранителя, а ты выбирай. Так, Планер был. Теперь ты выбирай. Ну, мне тут изменчивый кажется симпатичным. да, тут изменчивый, остальное не то. Ну, тут, Либо кстати, она до два смерти, хороших. да.
роза. Ну и ключ. Тут все хорошее на самом деле. И ключ хорош. И Не, ну по м, сравнению с Розой и Жаждой Смерти, ключ, то как бы так себе. Ключ это и Жажда это контроль, и Роза это контроль. Хороший. Тут еще давай. и Розу. Но роза это дорогой контроль, а жажда Ну, это у так. нас, в принципе, ну, тут понятно, что если Роза, то мы должны будем играть от колодцев, контролить. Вроде бы у нас тут хватает так карт хороших таких для... Я думаю, стоит Розу. Ну, давай возьмем розу. Мы редко берем розу. Да. Давай рыбу фугу. Что там по землям? По землям у нас нормально. Две желтых, две красных и 4 синих. Лучше думаешь, чем Огр будет. Ну, даже... Ну, тут, да, если мы так сыграем рыбу фугу, она... Не, прыжок у нее будет в любом случае, да? Это дар, потом плюс 3-3, Это она а, будет 5-6, а если так будет будет учитель. 2-3, но с прыжком. Ну, на всякий случай, если нечего будет играть. Давай. На самом... Обучение Кхарима или наездник скатов. Наездник смотрится симпатично, да. 3. Но я бы выбирал обучение. Чтобы не получилось, помнишь, как, чтобы у нас не будет на кого его пускать потом. У нас, давай по существам, черепаха, планер, такие, они и сами прыгают. Колосса 2, но у него тоже своя фишка есть. Рывок 3. Скаломет, ему не нужно обучение особо. У нас, смотри, у нас существ таких нету, куда мы пока обучение будем давать. Может, наездник, он как-то смотрится постабильнее. Хорошо, давай. Давай наездника. Тут, наверное, боевые. Пока что других не вижу таких хороших. А, почему? Есть еще головастик. Тоже неплохо. Но дорого. Дороговато. Но можно землю подвинуть с ним. Ну, И ману землю у нас да. есть чем вроде двигать уже. Ну, я за жаб более понятное для меня геймплей. Давай жаб. Так. Ведущий сквозь туман очень крут. Так, легендарочки. Байеру может очень здорово сыграть, но он и нам может что-то подруинить. Халим, не знаю, наверное, хотя тоже неплохая и Халим. Можно барона поставить или Аврору Ну, барона поставить. точно нет сразу. Вот я лично между Авророй, ну, Аврора, Байеру и Халим вот как-то смотрится. Халим, Штурм, ну, статы, наверное, Байеру и Аврора. Тут давай Ну, ты выбирай. давай Аврору. Байру слишком может наруинить, кучу земель сломать. Мгм. Так. Ну, тут Ракоокоптер, наверное, чудовищная гидра. Я так выбираю между этими. У нас есть вообще какие-то карты для стартов? То, что у нас по Да, столько есть, земель есть так. требует. Чудовищная гидра как бы будет держать его в напряжухе. Будет, возможно, знаешь, заставлять отдавать какие-то, чтобы он Давай только Гидру не возьмем, да. сквернил. Хабрианская чаровница. А у нас есть что-то такое, А на что... кого играть, да. У нас Можно, таких нет. конечно, и на противника, но конкретно у нас по статам ни Ив, ничего такого у нас нету. Ну тогда тут можно Можно даже либо стража взять, подумать. Хотя и обучение, но обучение, опять же, у нас там вроде все летающие, прыгающие. Так, такое прям, ну, нежданчик может дать, но... Ну, обучение это еще +1 к урону, если что. Ну вот, прокрутка карт, насмешка. У нас, кстати, тут не мало насмешек. Давай возьмем насмешку. Стража короля взяли. Як. Думаешь, як?
Можно еще опустошить все колодцы в Фейре, и существо получает +1/+1 за каждый колодец. Это получится Ну, 4-5. это если на том ходу он не на колодцах или так, не знаю, уже я думаю, ну як, ну бандит, там может и Можно контриться. красного дьявола Не, взять. ну Красный Дьявол дорогой, и это условие, что надо было будет 9 маны, чтобы вернулось 5. Не знаю. А у нас тут летающие существа есть? Такие, ну, жаба была. Там и мало, Ну, если мало, да. Но тут или бандит-головорез, вроде как 4-1 статы, или же длиннорогий як. Тогда лучше як. Окей. М, ну, Давай затонувшая гнил башня. возьмем. А? Давай гнил возьмем. А затонувшая башня, это ж перемещение. Все как мы любим. И не одно. Давай здание. Давай Гнев ты здание можешь возьмем. законтролить, но ты ж можешь законтролить и затонувшей башни. Что-то передвинуть, и... если надо. Но она не всегда может сыграть. Ну да, А с если другой уже застроены стороны, земли. Но она может очень хорошо сыграть. да, она может сыграть лучше, чем Так гнев. как мы любим получать в лицо, она у нас же лицо будет закрывать. Просто для этого, я думаю, стоит брать. А Кобальт давай или кобальт, кобальт. элементаль? Кобальт Не, давай, хорошая. элементаль не надо. Согласен. Тут... Хотя и копьеносец, но у нас тут событий не так уж и Не, много. кобальт круче. О, барабаны Ридона. Спешек у нас нету, Слезомира может... Ну, опять у нас будет, получается, еще одно дорогущее. Ну, барабаны Ридона хорошо решат. Барабан это имба. Надо брать барабан. И по барабану на остальных, да. Ну вот, у нас 5,2 средняя стоимость. Ну, для Пандоры это нормально. Это дороговато, придется стараться контролить колодцы. Ну, то, что мы не любим делать, да. Ну, будем играть мидрейндж, наверное, по какому-то и пробовать флангу идти. Ну, у нас есть выход и планер, и... Жалко, хотелось бы раскопки, чтобы пришло событие. Как называется? Желтое. Здание ты имеешь в виду? Не-не-не, ну когда ты можешь вытянуть события из карты противника. Ну да, раскопки, это на сокровищах. Нет, ты не понял, ну карта события, которую ты играешь. И ты из колоды можешь выбрать любое событие у противника. Ну, вылетело из головы название, давно не Ага, играли. Ну, ты понял, за какую карту, я говорю, ну... афера. Да, афера, ее тут и нету, так что... Приказ императора, быстро пробежимся, пока все равно ищет длиннорогий як, личный убийца королевы, исследователь, силанский конюх, страж. Ну, у нас мощное, очень классное сокровище. Может, за счет этого вырулим затонувшая Вопрос ба. только в том, чтобы у Дожить них до не них было главное. маны. И мана, что была. Прыгающая рыба фугу, взор один, элементаль, боевые жабы в количестве 2 штук, Аврора, олягушение, хранитель, еще хранитель, Гидра, гнев Сайфера. Вот, кстати, Гидра можно будет за счет перемещения там что-то придумывать. Итак, первый оппонент найден. Пмид считается. Я трансляцию туда отключаю, да? Ты будешь через игру уже. Да, давай так. Первый соперник найден. Да, будет жесть. Прям не знаю, я бы так, наверное, все и оставил. Так оставляй, конечно, жабы со старта, это круто. Учитывая, что у нас основная колода дорогая. Надо по землям вспомнить, сколько нам надо. Но это на следующий будем долго искать опять. Если будет долго искать игру, то мы сможем посмотреть. Я не помню, чего, сколько до конца нужно. 4 синих ради олягушения, Ну, а так 2 вроде бы. Ну, Пока прекрасно. вообще красиво все.
Ну и сюда, наверное, вверх, да, на обострение Ты тоже. прям сразу в атаку улететь хочешь. Сейчас посмотрим, что он поставит. Ну, тогда пойдем Красных и на нам, левый фланг. красных нам вроде 2 нужно, а желтых я Три. не помню. Три Желтых. точно, потому что есть наездник. Но он один у нас, поэтому он тоже опционально. Ой-ой-ой, это грязь, это надо убирать. Мгм. Давай либо хранителя туда закинуть, либо... Но мы можем хранителя и забрать его и, ну, приказом императора. Потом, плюс 3 он получит 5-5. Ну да, он хранителя заберет, но мы его сможем приказом добрать. Если Давай мы так, прямо давай. сюда в наглую поставим. И на следующий ход, вероятно, будет дабл коллект с нашей стороны. Ну, есть такая вероятность. Так, сейчас нам тогда надо под черепаху будет. Не будет дабл коллект. Дабл коллекта не будет, но и у него не будет, то что тоже радует. М, Жабы, я думаю, он бафаться не сможет сейчас. Если что, потом заберешь, а ману важно собрать. Ну, давай тут две жабы прям и поставим. Может, он еще какой-то контроль отдаст. А если он, ну, чем-то заберет жабу эту, мы шупту не отдавать. Хотя мы можем, если мы дабл коллект сделаем, мы и то и сможем. Может, даже сохраним приказ. Так, нам надо сюда давай поставим красную одну поближе к Давай, нему. закрываться. Не подпускать его к себе. Конечно, 8-1 ему жалко сейчас размениваться. Сейчас что-то будет, наверное, придумывать. Нет. Но это хороший размен получился. Да, да. Ну, О, тут напрашивается давай, само. Аврора. Это, да, Аврора заходит по заказу. Хотелось Всё бы, конечно, и Аврору тут, ну, особо... Так, Лаки, тихо, не мешай, Лаки. Так, тоже хочет на трансляцию попасть. Что ты проснулся и мяукаешь тут? Аврору мы сейчас тогда играем. Аврору, наверное, внизу ставим. И мы и можем прям тут ближе к нему еще красную одну поставить, да? Давай. Would you like some tea? Или синюю. Или две пустых пока. Хотя нам было бы хорошо уже и черепаху. Не-не, ставь цветную лучше. У нас там есть еще кобальт, тот нормальный, которого можно у врага перед лицом сыграть. Ну да, тут или тут сейчас можно, если он будет что-то сильно пытаться выставить, лично убийца королевы будет его сдерживать. Прямо на следующем ходу. Пора бы песочек начинать строить. А еще нам по вообще стратегии желательно ставить одну гору по центру перед своим лицом для скаломета. Ну так, на всякий случай. Это на будущие игры. Ну да, если начинать, то... Так, это что-то неприятное. Так, наносит 1 единицу урона каждый раз, когда дружественное существо собирает фейри. Ну тут, наверное, с ним размениваться и ставим песок. Тут пытаемся прессинговать. Не, а тут я предлагаю 2 пустых поставить. Закрой его по землю, чтобы он даже не подходил. Ну да, да, это нам, в принципе, не помешает поставить. Другой момент, я бы сейчас вот сюда бы личного убийца королевы. Или опционально ли мы ману им соберем, или может что-то где-то законтрим потом. Да. Или две жабы, Вот. ну не знаю, чтоб ману не потерять. Он же тоже может все перевернуть. Можем даже в лицо пойти, ну 6-2 он может забрать чем-то, он уже всплеск у него был. Так что лучше, я думаю, размениваться.
если он Лучше, соберет ману, и мы и 1-1 потеряем, тут перестраховаться надо. Вот теперь момент подвинуть 1-1 и тут 2 жабы сыграть. Но они 4. Или лучше, если мы сейчас личного убийца королевы сыграем, у нас, по идее, хватит ли 8 на следующий ход? Ну, что-то надо или жаб, или убийцу Играю сыграть. играю убийцу. Вот здесь тогда я поставлю, чтобы... Да, хорошо. Если мы везде соберем ману, одну ману возьмем с колодца Авророй и убийцей одну, то тогда мы выставим, по идее, сможем выставить спокойно черепаху. Прям перед лицом у него. Ну, через одну эту. И может нам что-то черепаха хорошая скопирует. Она удешевляет же, да, у нас там? Да, и уменьшает стоимость на 2. Ну, нормально. Я считаю, это хорошо. Я тоже. Тогда собираем ману, и я даже думаю Авророй отступить. Да, а там песок влепи. Ну, тут смотри. Мы ж можем песок и сюда где-то поставить, чтобы Аврора, и потом на дабл коллект, типа. Или сюда Ну да. поставить. Как лучше думаешь? Не, давай лучше справа, чтобы Аврора там собирала, если что. И сначала вверх, да. Угу. Ну, давай. И Да. оттуда, кто солдат ветра дотягивается до лица, ману может собрать. Хорошая земля там. Ну, по центру тут ставим, да? Чтоб... Да, да. Так. Аж неожиданный прессинг, я не ожидал такого. От нас. Я сам от себя такого не ждал. Обычно мы закрываемся и получаем по лицу. Но вот для него иногда такое... И у нас такое замечал. Пандора, как ему дает шанс. У него 10 маны за счет того, что Пандора открылась. И типа зачистить стол и перевернуть сейчас игру. Вот такое бывает. Я так не хотел, чтобы прям открылось. Вроде мы так все контролируем с начала игры. А сейчас какое-то правильно разыгранное и маны добавилось больше, чем должно было быть у него. И можно перевернуть, попытаться. Абордажный крюк. Боялся он этого. Боялся. Значит, Не, ну что-то... он круто сыграл. Ну, согласен. Согласен. Теперь вопрос только, как он будет защищаться от черепахи. Ну, вот так. Мгм. Мы можем даже присингануть, а-ля У глушить нас это есть все дело. разрушение Да, вообще, я и тоже. всё. И я даже думаю, мы сейчас прям у него перед лицом, да, поставим 4-ю. Да, Предлагаю. да. С другой стороны, не соберем ману. Но сейчас важнее, За- думаю, Ну, эту землю занять. Полный контроль стола. Плюс уже рыба подходит к своему Да, и розыгрышу. тут удобно, что мы сразу 2 а-ля гушим, это точно нужный ход. Ну вот, да, он много вложил, надеялся на это существо. Поздравляю с первой победой. Двигаемся дальше. И сейчас пока поиск. Это ж тебе экран уже не виден. Я точно скажу по землям еще раз. Ну, чтоб... Ну, понятно, а-ля гушение 4, так 2. 2 земли нам надо. 3 нам только для гидры надо опционально один раз. Опять же, в основном нам нужна всего лишь одна скала. 2 это только если будет их не в сайфер, единственная карта. И в основном нам нужно 2... Ну, в принципе, у нас по землям довольно-таки балансная колода вышла. Две еще для Немного. черепахи надо. И у нас получается... Не, ну черепахи же и все равно какие земли. Мы даже по 2 все выставим. 2 горы там надо обязательно. Да, да, туда точно. Это хорошая поправка. И в основном нам надо 2 пустыни. И только опционально под наездника. Астрал Кит. Удивительно, я скажу то, что так быстро находит игра Фаерию. Неужели там онлайн сейчас 3 человека? Получается 4 человека. Ты в игре, я в игре.
и второй соперник сразу нашелся. Причем все четверо в Пандоре сидят, получается. Ну, это шутка, конечно, но... У меня С среди привкусом, я думаю, Силанского оставить и нормально. Хранителя можно поменять. Так Он что, дорогой. мы его на следующем ходу, а вдруг что-то такое там, что много земель требует. Давай так. Ну, давай. Или императора можем сменить, разве что. Можем сменить, вначале он нам не нужен. Может, конечно, зарешать. О, ну вот, вообще шикарно. Есть что и сыграть. Еще и с полетом. Только не по центру. По центру, если Да, что, я помню за центр. Пойдем в одну сторону или хранителя на другую кидать? Можем, так как этот полет, если он до него там не пристанет, можем по левой идти. А этот пускай он там себе фармит. Если он его не закроет там всплеском или... Слева, да, идем? Да, давай слева идти. Вот у нас и контроль пришел, второй, есть и Силанский конюх. Мы, если он тут что-то такое поставит, даже хранителя разыграем, может с учетом, что Силанский конюх, там, знаешь, достать неожиданно понадобится. Ну, ставим звездного. Як тоже прикольный, но лучше, наверное, звездного. Мы сейчас, если он что-то уязвимое выставит, можем же его забрать. О, прям такие. Но мы можем и Яка сыграть, чтобы не потерять. Помнишь, как наша эта болячка? На самом деле у нас все дешевые карты, ничто нам не мешает разыграть на следующий ход. Давай Яка поставим слева. А этим Давай. в бой пойдем. Давай. Нам же Яка в идеале нужно убить. Ну да. Ну, задача минимум у него ману собирать. О, вот о чем я говорю, что далеко ставит. И если он ничем не закроется, то смотри, как красиво получается. Играет Силанский конюх, родной, играет. Что нам? Давай крутанем первым делом. Я думаю, какую землю нам тут поставить? Не, а Щас- зачем тебе Силанский конюх? Силанский конюх потом сыграть. Давай солдата ветра. Даже так? Так, не знаю. Ну смотри, Ну, смотри, у него чистилище, во-первых, которое тоже желательно убить. Так у нас сейчас там будет стоять 4-5, и мы там построим землю и достанем, если нужно, до чистилища. Че ему ману давать собирать? Ну, так хорошо, я согласен с этим, в принципе. Вопрос, что тут поставить сейчас? Я думаю, тогда землю эту урана, давай третью воду под лягушки там, потому что, ну, чтобы под солдата лучше Давай, там выгонять. земля, вода нужна. А ну тут получится, мы тут только его разыграем сейчас. Чик. Если он уже чем-то сейчас найдет добрать, то мы в перспективе достанем и... Так, вопрос... 8 Не земель надо, у не нас нету, поэтому не тратим, да. Мне страшно говорить, пока что удивительно все неплохо складывается, но обычно ненадолго это может быть. Кстати, по просьбе наших подписчиков с прошлого стрима просят тебя убедительнее говорить поближе микрофон. Потому что, по-моему, ты опять стал тише. Опять ты в транс часто уходишь и просто что-то бессвязно бормочешь себе под нос и не слышно. Поэтому поближе микрофон и уверенней комментируй, говори, потому что тебя плохо слышно. Я и так тебя на 100% выкрутил. Хорошо, я постараюсь. Говорят, поменьше меня, моей болтовни, и побольше слов эксперта. Вот, дословно. Не хочет отдавать он. Ну, в принципе, интересное решение.
Так, как мы это можем расконтрить? Хороший вопрос. Ну, первое ману возьмем, тут без вариантов, да? Да. Не, мы, конечно, ну, если мы Ну, сейчас... здание убивается, я не знаю, с солдатами 2-3. То просто нельзя, чтобы то здание там стояло. Ну, ну, а почему с другой стороны? Ну, оно на месте будет. Стоит ли игра свеч, чтобы столько сейчас влить, отдать весь контроль? Ты можешь, в принципе, просто стукнуться об здание Чистилище, один на смотри, один. чистилище будет собирать еще ж только когда он, ну, сейчас он ману этот ход соберет, а там что-то, может, придумаем. У нас, кстати, вот не баланс, все-таки это надо больше этих собирать, чтобы удешевлять колосса. Ну, хотя событие сокровища, по идее, он должен быть, да, хорошеньким за 5 нам потом в конце. Давай пока вкинем одну гору, на всякий случай, чтобы она была по центру. Так. И просто один в один в здание ударится, и все на этом. Я бы сюда гору поставил. Он нам, тут смотри, как близко к нам. По центру мы успеем. Ты так веришь в эту одну карту, что из 30 к нам зайдет? Давай сюда давай гору. Давай ставь куда-нибудь. Ты сейчас не Да. успеешь. Как-то соперник начал немножко давить. Не, ну тут вариант разобраться с ним можем нашим 5-2 сборщиком маны. Подвинуть его, во-первых, землю не так опасно. Понял? Правый вверх. Да, понял. Но это один из вариантов, пока что я вижу. Давай, наверное, так и сделаем. Давай. И строить дальше земли. И земли, наверное, справа, чтобы ману собрать, наверное, тоже. Да, чтоб ману собрать, а затонувшую башню куда? Куда ее лепить? Ну, с другой стороны, да. Какую землю нам сейчас... Я бы пока под солдата ветра бы не спешил ставить. Но хотя, с другой стороны, нам что-то земли надо ставить. Что нам, песок поставим? Или воду, давай с этой стороны. Давай Чтобы лучше уже воду. точно было по воде все. Так, делаем вот так. Теперь сюда здание. Да. Потом сюда. Сюда. И у нас куча мана, механизм ставим. Не. А почему? Давай отступим и сюда механизм и разрушим здание. Но нам тут все Давай. много. Хорошо. Я понял, Просто что он отхил механизм- даст, но у нас куча мана, надо ее реализовывать как-то. У нас скоро, кстати, Фугус играет уже так, как мы прям хотим. Еще надо... Механизм неэффективно сыгран, получается. Ну, а что, было эффективнее колосс за 9 сыграть? Не знаю. В любом случае, он еще дает 6 урона, и мы уберем здание. И там сможем выходить с прицелом потом, потому что этот фланг он давит. Это здание нам мешает. Так, Он прям серьезно пытается. подбирается, да. Ну, кстати, 1-2, это ошибка, мы сейчас его забираем. О, нам точно сейчас надо было. Ну что, мы сейчас механизмом бьем. Однозначно. Конечно. Потом передвигаем. Только тут момент. Не знаю. Хотелось бы сюда что-то уже засунуть, чтобы он ману не собирал. И в идеале бы это, конечно, был наездник, но у нас пока его нету. 2 пустых ставить тоже нет смысла, надо быстрее в наездника выходить. Поэтому пока оставляем как есть и просто убиваем 1-2. Да,
Да. Так, а тут вопрос, может нас подвинуть выше? Да, даже Так подвинуть. я за то, чтобы ты двигал 3-2 сейчас вверх, Мгм. а потом строил песок и... Тут, конечно, он сейчас опаснее выстроил в итоге земли перед нами, чем... Ну, у нас столько маны, я не знаю, ну, куда мы сейчас еще можем ее... Даже уже и колосса можем позволить. На следующий ход Нашел будем ждать. проблему. Ну, Он нашел просто проблему. может что-то сейчас Ладно. поставить уже тут. Он собирает много маны и может... Вот святилище 5 у него станет, плюс у него, как у нас, уже станет. Ну, не знаю, что мы можем поставить. Пока ничего такого. Рыбу фугу уже одну землю дождаться. Короче, на следующий ход надо нам надеяться, что сейчас ничего страшного не произойдет. Он-то О, свое всё сокровище еще не разыграл. Ситуация лучше у тебя. Не надо абстрагироваться у нас. А то если проигрыш, то ситуация у меня перед лицом, когда уже земля стоит. А если выигрыш, то у нас. Нет, нет, нет. У нас ситуация. Мы сейчас сможем наездника поставить. Меня пугает его настырность. Лезет Мгм. вперед и все на этом. Ну, пока что не сильно опасно. Страшно, но не настолько прям, чтобы бояться. Ну, тут все равно сейчас пригодится перемещение башенкой, сдвинуть наш механизм и убить одного 5-5. А второго можно олягушить и убить тоже. А он же ж божественность. Не забываем. Нельзя, да, Так, да. олягушить? Давай Это сейчас плохо. грамотно. Я думаю, наездника сюда стоит засунуть. Хотя мы можем наездника сюда поставить, у него штурм. Подожди, не спеши вообще с наездником. Мы можем сейчас оба 5-5 разобрать. Это солдат ветра плюс 3-1. И через передвижение 6-6. Там можем и не двигать 6-6, мы можем сюда поставить просто сейчас недостающую нам пустыню. Ты не Хотя... можешь его не двигать, потому что он под насмешкой. Точно, вот этот момент упустил. Тогда 6-6 сейчас сдвигаем сюда, Да. туда бы все-таки может наездника. Подожди, теперь мы туда не поставим Вот, пустыню. давай, делай так. Уже микрошанс дали. Ну, хотя бы он тоже использовал в своем... Вопрос, куда теперь? Может сюда поставить тоже его прессовать? Став вверх. Став вверх. Не знаю. О, давай уже нашу рыбу. Рыбу сюда, слева, да? Да, дай. Можем и колосса, ну, Не, пока... колосса не надо, колосса не У надо. нас по-прежнему 19 мана, мне это не нравится. Чего у нас так много? Нашел Ну, проблему. сейчас у него станет тоже, он понимает, что мы сейчас теперь дотянемся. Ну, теперь ему надо о лице думать. В принципе, да, грамотно разобрались. Единственное, что хотелось сюда поставить пустыню, рано я этот момент не прочувствовал. У него тут теперь тоже земли. А Ну, так бы там не стоял бы наездник. Наездник там хорошо сейчас стоит. Ну да, тоже согласен. Тут уже сейчас по ситуации, ну, на ману смысла его нет набирать. А он все-таки здание свое так бережет. Ну, прям. И, кстати, очень зря. Но хочет нас по мане опередить. Сейчас можно, смотри. Ух, Фу. Фу. Крутяк. давай, барабан точно сейчас, а там посмотрим, что получится. Барабан, солдат, и ты забираешь здание. Или у него нет штурма, я не помню. У У кого? него нет У штурма. кого? У наездника. Почему есть штурм 2? Мы достаем до здания, да. Ну, я за то, что, ну, тратим солдата. Просто солдат 5-3. Ну, с другой стороны, это тоже будет крутой ход. Делаем так, да?
Да, да, делаем так. Давай. Нет, у него нету. Это, блин, у ската штурм. Ладно. Ну ты подойди поближе, все равно не. Давай у нас по землям норм. Я думаю, дропнем карту, может, еще. 16 маны. Давай, Еще давай. что-то может интересное. Ну, нормально. Окей. Двигай 7-3. Сейчас. Он, ну, ману сейчас всю разыграет, конечно. Вот что обидно, потеряли элемент этот. Ну, Ничего страшного. Зато у него пустой стол. мы уже второй Ну, конечно, микрошанс как бы. дали ему, ты понимаешь? А ты в таком случае как бы ничего не мог поделать с этим зданием. Можно было, если был штурм, а если нет. Ну, мы тогда бы не потратили 5, мы бы просто его убили 7-3. Ну, хотя бы там был, с другой стороны, там был бы скат сейчас. Согласен, то, что мы убили того, это не такой уж и плохой прям ход. Но сейчас ему в любом случае придется... Можно было сделать наоборот. Можно было разобрать ската и потом разыграть Мгм. солдата Витя и попробовать в здание слить. Это тоже нормально. Да, я тоже так думаю, это прям... Тем более у тебя Нормально. сейчас... Ну все. Так, сейчас должно быть еще что-то сильное. Ну такое себе. Да, я думал лягушение потратить. О, может это под лягушение? О, вот это под лягушение, наверное. Да что, 4-4 не так уж серьезно. Типа разменяться и не париться, да? Ну да, будет еще опаснее. Тем более сейчас играют боевые жабы, потом у тебя колосс уже становится дешевле. Забирай просто все, что можешь забрать. Так, боевые жабы. Одну даже... Подожди, с другой стороны, мы сейчас колоссу дешевиться, я бы прям колосс ему под лицо. Поэтому жабу не тут играем, а тут. И возле второго колодца. С другой стороны, хотелось бы до 4-1 дотянуться, но это уже чересчур будет жирно для нас. Нормально так. С Ты, колоссом. кстати, возможно, и дотянешься. У нас же еще есть перемещение Земли. Ну да. Ну, может зайти. Тем более, скорее всего, он сам ударится в колосса сейчас. Слушай, а давай, может, два колосса, мы сейчас 11-9, и мы же еще одного сюда можем. А? Давай. Я не думаю, ну, метеора... Не, на метеор у него точно сейчас не хватит. И, ну, просто две пустых, чтобы тут у нас тоже какая-то была рядом с ним. Ну, вот Посмотри я на такой... формирование. Такое не знаю, как разруливать уже. А лягушениями разве что, или... Что это, ну, как бы ты разрулил, тут сложно сейчас будет. Тем более у тебя еще 7-1 на подстраховке. Даже если он с той стороны какой-то таунт влепит, то... А лягушение на подстраховке у нас, вот что важно. Все-таки, видишь, колоссия, это хорошая была, ну, тема. Правильно, что взяли их. Как минимум на одну победу будет больше, если он нас не разнесет. И что это? Это так? Это просто поиграть, да? Ну, наверное, расставить. Проблем не решает. И это даже мы контрили на самом деле, но уже не будем бэмить. Мне понравилось, как в этой игре была сформирована доска. Как-то и ты агрессивно через один фланг. И Да. противник... Меня пугает Вот. один момент, то что мы играем не как любим, закрыться у себя и по лицу получать, а потом как-то в конце с подвыпертом вырулить, что мы агрессивно играем. Надо меняться, иначе еще и выиграем. Опять меня пугает, как быстро ищется. Это ж были явно не боты против нас играли. Только что Нерикс, третий оппонент найден. Да, прям как Marvel Snap ищет, слушай. А если сравнивать с завоеванием, и то быстрее. Там что, я что-то пропустил? Или меня там перекинуло на 7 лет назад, и Фаерия Marvel Snap опережает. Вот скаломет твой зашел.
И затонувшую башню, я думаю, надо оставить, если он будет закрываться перед лицом. Да, ну Поэтому- гидру точно меняй. Отлично. Тут Прекрасно. главная проблема в скаломета, ты можешь на себя быстрее загреть соперника, вот что тоже, ну, это надо пробовать. Перед собой ставим тоже, типа как я. А прикинь, у него скаломет. И сейчас А нет, скаломет щас на не скаломет. играем. Ну туда пока не играть, вообще ничего. Сейчас посмотрим. Да не, ну, мы на следующем, по идее, уже ставим. Ого, Так, ну я тут вспоминаю, ну, ну на Салягушене есть, если он там сильно раз тут расколбасится. на самом деле строй просто в воду на всякий случай и играй с кулеметом. Ну, воду тут справа. Мы даже можем сюда воду сыграть, чтобы... Лучше туда, лучше подальше, лучше к колодцу. Тебе исследование особо возле колодца не надо, а вода там пригодится 100%. Я надеюсь, что он сейчас будет выдумывать. Это ж скаломет, ну что он делает? Вот, также и все враги рядом. Вот это тот эффект, как раз о котором я подумал. Ну, Тем более, ты сможешь даже переместить скаломета, типа, и, ну, условно. И с ним, И и вот жабой так. добить, да. Или, ну да, да. Ну, пока фигач просто в лицо. Я думаю, И вот сюда и тут лягушку поставить. Ну, после того, как стрельнем, чтобы он нам не перекрыл. Как думаешь? Да, 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 да. Хорошо. А тут двух боевых жаб сейчас, да, сыграем и будем... У нас Да, есть да. затонувшая башня, если надо будет подкорректируем. У нас и гнев есть, тоже можно подкорректировать, если что. Скаломет, конечно, он как раздражитель, только, ну, у нас же ж нету его апать никак, если бафы на него были. Ну, это было бы, ладно. наверное, сильно жирно уже, да. Хотя у нас Раздражитель- барабан раздражитель. есть этот, который дает 2-2, да, будет? Так пару ходов, и уже это будет неприятно. Он Ну да. потеряет серьезно хп. До него тяжело добраться. Ну, 9 маны, и что он сейчас придумает? Это фигня. Смотри, мы сейчас можем с коломета его переместить в землю под наш колодец и снять. И забудем за 8-3, не надо ничего тратить в плане, а лягушка разменяться. Или вообще забрать сайфером, а лягушка еще ману собрать. Да? Ну, затонувшей башни мы Да. сейчас... получается, нам надо тогда под сайферы, куда мы поставим? Слева, что ли? Или тут скалу прям? Или слева? Или прям возле его земли слева? Как думаете? Возле его земли слева. Так, сейчас таких... А, подожди, сильно нам не хватит, наверное. А, не, хватит. Не хватит. Есть, хотя хватит, мы ж лягушкой Вот, соберем хватит, ману. ты Мы ж собираешь лягушкой. лягушкой. Ну Только тогда сначала- здание придется ставить тогда на сюда пока. Ну, Сначала здание ставь, да. И перемещай его. Вот, отлично. ну согласен. Как тут с тобой не согласиться, что отлично получилось. Но опять у него 9 маны. Тут главное нам тоже, знаешь, какой-то момент, главное не жадничать и может потому что, смотри, он подобрался, на скаломете может не сосредотачиваться только, а и развивать, что пока все опасно, у нас 0 маны, у него 9, и он на нашей больше половине, типа. Вот это даже, не, ну мы можем его подвинуть, чтобы дать еще один раз. Ты не подвинешь так. Почему? А, ну 2 раза подвинуть разве что. Почему? 5-5 вот сюда мы, слева, что под скаломета, чтобы скалометом дать... А, ты имеешь в виду по нему? Ну да, да, так. Я имел в виду в лицо дать еще раз, типа финальное, а там его размениваться с ним потом. Ты можешь отодвинуть землю
Только один раз заход можно или два раза? Один раз. То есть это точно. А, ну тогда это не решает проблему. Ну, разве что и дать ему в лицо еще 3 мы можем. Подвинув его к нам ближе. Это ж наша земля и так. Хотя он может близко построить, ну, не так страшно, может это. А давай слева ты поставишь песок и крылатого демона, вот, возле скаломета, подвинешь его и дашь в лицо. И таким образом у тебя будет и лицо закрыто, и урон нанесешь. А может тут демона на ману, типа. Или ты хочешь прямо тут демона, да, рядом? Да, чтобы в лицо не пропустить. Ух ты. Но тут пока что-то напряженная сама игра, и из-за скаломета такой эффект бывает. Но если он сейчас ударит нашего 3-5, убьет, мы подвинем лягушку и добьем, потом разменяемся с ним лягушкой. Любишь двигать. Можно было... А как тут? Ну, или демона 5-2 отдавать. Тем более бой Не, с, ну, с этой дрянью нам точно не надо. Ну, лучше с лягушкой же ж попрощаться, да, чем... Конечно, да. Мы можем, типа, нашу землю назад сюда вернуть с ним, да? Туда-сюда, понял? Игра в передвижении. Наверное, это чем эту землю двигать, лучше нашу назад Да, вернуть. лучше свою назад кинуть. Игра в пятнашки. Ну, демон сейчас летит собирать, и надо играть ведущего сквозь туман, ставь второй песок, и потом мы сможем хранителя играть от ведущего. Ну, давай, с ведущим я не такой прям, где его лучше? Тут внизу разыграть? Ну, надо, чтобы он маны внизу собирал. возле колодца кидай. На этого дробителя бой, это, конечно, фигня, но мы можем с одной стороны а-ля гушением потом. У тебя сейчас будет хранитель, он получит баф от ведущего сквозь туман, он будет силен. Ты его за раз задамажишь. Ну, а какой баф? Он просто рывок 2 и полет получит. Что-то ты сам да, напутал, это не... Я думал, там еще +2/+2. Э, Тогда Играем сюда Тогда- сверху воду, да, где он лес поставил по-любому. Ну, под выход, под олягушением может его потом забрать. Да, Мы можем призвать сейчас и рывок, куда это он его направит. ты можешь ним отойти, типа... Перед лицом стать? Не. Это А, бессмысленно. ведущим сквозь туманом? Не, ну почему Да. бессмысленно? Он же ж получит полет. В любом случае лучше через него разыгрывать. Так это Ну работает? да, Потому тогда что я... разыгрывай там и становись перед лицом. А ну как эффект там, просто я сейчас перед ним ставлю, и потом меня тут же возможность рывок, да, его делать. Да. И сюда перед лицом пока, да, возвращаюсь, но зато с Ну да, полетом. на бой пока не нарываемся. Ну и в принципе, Вот теперь все как мы любим, теперь приходится защищаться. По крайней мере, мы в такой позиции сейчас стоим. я за то, что может на эту фигню, конечно, это не топовая, будет мех 4-2 у нас. Я за то, что олягушение жалко, на него не жалко отдавать. Но пока у нас то есть конюх, если мы его олягушим, ведущим и... А мы и, ну, 5-2 мы не будем размениваться, 4-5 далеко пока. Ну. Или пока его не трогать. Если он не будет сейчас агрессировать, ну пускай уже собирает этот дробитель. Может и не стоит. Непонятно пока. Но как ты оценишь скаломета? Он сыграл положительно в этой игре или отрицательно? Все-таки противник пытался ломиться на нас из-за него. Но мы тоже много чего потратили и ману не собирали. По крайней мере, в прошлый раз не нравилось больше, когда мы... Наверное, лягушение стоит тратить на 5-7. Потому что это напряженнее.
И скаломет сыграл тут в том роли, вот как я же говорю, что больше сейчас возле нашего лица события происходят. Да. Хорошо, где мы сыграем? Тут тогда, наверное, займем верхний колодец. Тут сыграем лягушение. Ну, он сейчас нас будет же дробителями забивать. Ну, а что сделаешь? Так. Или равноденствие разыграть, как думаешь? А не, равноденствие точно нет. Ну смотри, равноденствием мы 6-6, сразу 3-6 прихлопываем. Вот в чем. И нам хватает и на то, и на то. Ну, первое лягушаем, тут без вариантов, да? Да, лягушай. И 4-5, я думаю, убить стоит. И тут же ставим равноденствие. Ну, на нас сейчас смотри, что сейчас произойдет. Он бросится на нашего 4-5 и добьет его. И мы его доберем хотя бы равноденствием. Потому что сейчас же возникнет 4-2. Ты можешь еще огнеплюя кинуть. Да ну что он сделает, огнеплюй? Давай равноденствие играть. Что Ну ты его давай, так бережешь? ставь. Я Как понимаю. минимум это 6 урона ему в лицо, согласен. Конечно, лучше бы ты его разыграл вот ведущего сквозь туман. Кстати, да, ну... И разыграл бы тут, чтобы он стоял возле его колодца. Блин, напоминай мне за ведущего, я же говорю, я так с ним... Не моя прям любимая карта, я с ним, наверное, не играл, честно говоря. Не доводилось. А так бы, ты понимаешь, 6 бы сейчас стоял вот тут, возле его колодца. Это было бы круче. И проходили действия, все бои там. И он бы, может он не сильно б 3-6 сейчас шел на нашего 4, потому что его бы 6-6 мы в лицо там выходили с илянским конюхом. Блин, мы камбу проиграли. Убить его. Ты понимаешь теперь? Тут бы 6-6 сейчас стоял. Мы потом с илянским конюхом бьем в лицо, и ему 6-6 он убивает, 6 урона. Все было бы сделано. Как так? Обидно. Обидно, досадно. Упустили. Так. Он что-то пытается намутить. Ну, за раз 6-6, наверное, разобрать. Можно конюхом потом на следующий ход, через ход, 5-2 в лицо пройти, если это будет необходимо. Ага. Вон оно как. Да, надо было играть, конечно, как. Но у нас есть огнеплюй. Огнеплюй с щитом разбирается. И, ну, огнеплюй, и мы можем 5-2 убить 4-5. Но все равно тут больно для нас это все. Но у нас, по крайней мере, силанский конюх останется на мане. Да? Сначала я вообще не знаю, зачем ты силанского конюха хочешь разыгрывать. Смотри, огнеплюй, ну чтобы убить... ты так предлагаешь просто пойти в лицо и без силанского пока? Ну тоже вариант, может и правда. Давай тогда силанского тут играем. Можно через силанского 5-2 убить 4-5, а можно не убивать. А можно 6-6 убить 4-5. Я не знаю, стоит ли его тратить, чтобы убить сейчас здание, такую ли оно играет роль. Он и так разбирается совсем без него, усиления даже, наверное, пока что. Я думаю оставить, может колос попробовать разыграть. Это уже нормально за 6, ну, одну ману. Бо нам надо тоже тут что-то. Давай, сейчас... давай, играй колоса. И сюда между, да, ставить? Да, или да. Подожди, а может колос перед лицом? Рискнем, пойдем вперед. Давай уже куда-нибудь. Ты так любишь последние секунды, я всегда боюсь, что вообще ничего не сыграем. Ну все, так вроде нормально. Ему теперь надо думать за лицо, потому что у него там проблемы Если начнутся. он забьет на лицо, то это как раз 12 урона получается. У нас же конюх есть, да. Вот это сейчас, я надеюсь, этот ход исправит, если он там сейчас не поставит смешек.
Мы ему сейчас летал можем нанести. На самом А, деле. еще ж механизм ему 6 урона наносит, А, если он его разобьет. ну тогда, если он так походил, он точно будет чем-то сейчас закрываться. Закрываться, да. Да. Ну, самое интересно... Самое интересно, как он хочет сделать. Так, да. Так, сейчас такое ощущение, инициатива на нас. Вообще-то тут летал Я пока не вижу. Конюх плюс Аврора. Да, да. Правильно я понимаю, то сейчас не то что-то сделаю. Мы 5-2 бафаем, им 5-7 сносим и идем в лицо. Или даже не обязательно его сносить, а просто идти. Просто идем в лицо. Сохраняй фигуры на доске, тебе не обязательно всех убивать. Не забудь только баф дать. Спасибо за такое, это да. Would you like some tea? Не знаю. Скажу по ощущениям, что с калометом мы чуть себе усложнили жизнь. Хотя мы так только что выиграли за счет скаломета. За счет того, что нанесли. Тут сложно так теперь судить. Потому что действительно, может, и не был бы такой быстрый летал. Там же с калометом мы сколько? Раза 3 в лицо дали точно, если не больше. Потом механизм. Да. Смотри, ты не хотел механизм брать, а он нам уже 2 игры разрулил. А ты хотел... ты предлагал пустошь взять, чтобы мы себе колоду уничтожали без молота. Я хотел что-то более экстравагантное. Самоустраняться, да? Но мы же любим сложности. Это в Да. нашем духе. А так, смотри, мы 3 игры подряд. Нудно, скучно выигрываем, что-то не... По лицу, кстати, по-моему, мы еще за 3 игры не получили. Не хватает, да, этой атмосферы. Когда нас прессуют и бьют. Кстати, да, по-моему... нас дальним уроном били, наносили. Был прачник. А так, по-моему, еще физического воздействия такого не было. Это даже не дальний урон, это типа как дар. Дар, да. Дальний урон это скаломет. Сколько разных механик в игре. Алекс опять быстро находится. Это очень радует, что любимая все-таки легендарная игра еще живет. И прям ищет быстро. Что-то случилось? Но я думаю, сейчас никто в рейтинге не играет, потому что это бессмысленно. А всем по приколу в Пандору. Поэтому в Пандоре Ну, ищут. я думаю, тут колос убрать, а эти оставить 2. Неплохие. Потому Хорошо. что по одной земле просят. Ух. Ну, тут мы даже сейчас и крылатого демона разыгрываем сразу. А потом уже куда дальше двигаться. Причем без исследования, просто Ну, крылатого, да? да. Вау. Вау, мы еще на Давай раш. не будем ставить землю по центру, а сыграем классическую защиту от раш. Так я только так и играю сейчас. Ну, крылатого сейчас просто выводим и все. Да, мы не будем. Мы тут легендарный твой туториал на сайте с временным логотипом, помним. Было время, друзья, когда мы создавали под Фаерию сайт, верили в игру. Верили почему? Это было связано с тем, что они еще тогда анонсировали выход на мобильный. Это потом они отложили, отказались, почему-то в консоли решили пойти. Ну вот, кстати, сейчас против консольщика играем. Но вот этот выход, отказ точнее, свернуть, сыграл свою роль. Ну тут исследование хранителя возле колодца, правильно? Да. И поэтому был сайт, где мы писали эксперт, Максим Эксперт делился своими. Можем мы подвинуть ему, но стоит ли сейчас это делать? Чуть сломать? Я не думаю. Ну нет, что это даст? Ну да, у нас хорошо. Ты в стража сейчас играешь, вообще идеально все для защиты заходит. Так вот, на сайте нашем мы тогда как раз то и писали, был такой Макса туториал, было такое время, что очень всех доставал Rush, причем тот еще классический Rush, еще тогда не было DLC, ну это для понимания, и Rush реально был очень такой, назойливый. Когда вы еще начинающий игрок, играете всегда от защиты, Rush очень сильно бесил. И все мы помним тот легендарный был, как правильно защищаться. Вот ошибка новичка,
буквально полминуты, это центральную линию, центральную клетку перед лицом закрыть. Но это неправильно. Важны слева и справа вот эти клетки. А здесь пускай тратит землю, строит перед лицом еще одну. Ну что, мы тут стражи, наверное, выведем. Если, я не знаю, у нее, наверное, и бафы там. Тут даже смотри, у нас под чудовищную гидру нарисовываются ситуации, что мы тут легко можем... Вот я о том же думаю, какую землю строить. По-любому закрывать слева, вот туда. Ну, воду, наверное. Потому что, чтобы вы под гидру потом выйти. Я думаю, вверх. Двинемся вверх. Двигайся. Не двигайся. Он тогда построит землю возле колодца через одну клетку твоего лица. Не двигайся. Ну да, особо это сейчас не сыграет. Мы на всякий случай, у нас же есть опция подвинуть потом землю, если что еще. Ну, это классически будет сейчас статами щемить нас. Это, конечно, сложно. Вот убийца королевы, если у него нету каких-то событий, может нам помочь. Я думаю, у него нету каких-то событий, судя по землям, абсолютно точно. Тут другой момент, теперь жалко гидру как-то опасненько. Разве что вот тут внизу построить сейчас воду, ну, чтобы он 7-4 до нее не дотянулся. И разменяться тогда. Ты можешь, смотри, ты можешь 4-6 разобрать прямо сейчас, прямо здесь, а поставить личного убийцу, и он уже 7-7 особо не захочет лезть. Ну да, давай не будем ему вариативности давать, а так и сделаем. Может даже станем на центральную клетку, как думаешь? Чтобы потом под чудовищную гидру там освободить. Но он то все равно сейчас его может убить, но... Да, вставай под центральную клетку, так ты еще и личного убийцу защитишь. Не, ну убийцу куда мы поставим? Тут, перед лицом. Как вариант, наверное. Мы да. Давай тут ставить. И тут закроем. И воду, да. Хотелось бы... Жалко ману сейчас не... Может и соберем, кстати, ману. Хотелось бы гидру уже выставлять. Но если он сейчас 1-1 чем-то не законтрит. Да не законтрит он, спешки Ну, в рывок сокола. домах. Рывок сокола. Ну да, рывок сокола. Насмешка какая-то. Что мы... Ну, у нас есть а-ля гушение, если что-то такое прям... Он попытается защититься. Ага. Как интересно. У нас пока это приказом решается. Это или приказом, или же гидра нам сейчас даст кучу спешек. Это много чем решается. Я думаю, нам сейчас надо сюда гидру ставить. Хотя мы можем тут поставить и приказом забрать. Или не тратить приказ, может на отхил оставить его. Да? Пускай пока 1-1 живет. Ну, одну ману соберет. На каждой соседней земле надо... Но мы сюда гидрой становимся, и у нас тут со спешкой гидрочки Ты появятся. слева ставишь 2 пустых сверху, и туда ставишь гидру, и у тебя вокруг 4 гидры становится. 4. Ну, короче, сейчас гидру я сюда ставлю слева. И 7-4 просто Нет, сначала защищаю. ты 2 пустых земли там построишь сверху. Так они сейчас не появятся, это при осквернении. Это мы на следующем ходу должны будем наступить. Понял? Ах, да, окей. Да. Ну, 7-4 теперь точно надо забирать. Ну да. И тут другой вопрос, может лучше уже не 2 пустых, а под черепаху что-то, что ли, ставить. В общем, Да, став гору, да. 2 пустых, это я думал, она сразу как дар сработает. при осквернении. Но тут он может сейчас защититься типа этим, насмешкой, но у нас есть а-ля гушение, но если это поможет. Судя по всему, нету. И мы до 1-1 должны достать. Но если он чем-то не закроется. Вот. А мы и так У достаем. нас даже гнев есть. Получается, делаем красиво. Сколько сейчас гидр появится. Они на секунду... Они погибают до конца хода. Но с другой стороны...
Вот это жалко, поэтому он ничего не выставлял. А давай Пока не будем будем- ставить, а заберем пока не просто будем сайфером. Блин, Да, пока просто. мне нравится. Но с другой стороны, сайфером есть риск, что закроет нас по землям. Хотя нету риска, мы сейчас 4-5 продвинемся и все. Нету риска, что нас закроют по землям. Нормально пока. И плюс ты можешь сейчас лягушек разыграть. А, не Так хватит, ладно. лучше сайфером, чтобы не давать ему. У него там уже, наверное, сильное существо, чтобы оно... Интересная борьба против Раша. Вот так, я думаю, даже если Пандору уже мы сейчас 2 катки эти сольем, не, хотелось бы у Раша выиграть, но к тому, что даже если чемпионской не будет, то вот как эта игра против Раша, если мы еще тут выиграем, будет точно интересно. Так. Я думаю, Гидрой пока опять не ходить, наверное. Смотри, почему? Мы можем подвинуть его землю ближе. И тогда ты ходишь гидрами, и гидрами разбираешь 4-4. Понял как? Ну да, я понял. Типа ему не давать шанса вообще что-то собирать, пробовать, да? Ну, я Да, думаю, 4-5 время между пришло. колодцами туда. Давай. В общем, двигаем сейчас землю с ним. Хух. На самом деле красиво. Да. Не думал, что она сыграет у нас. Думал, она больше будет как, что он будет ее все контрить, но даже сыграл. Не так эффективно, как бы с кем-то. На самом деле эффективно. Мы закрыли там. Тут даже может 2 пустые поставить. Мы ж можем прямо тут гидро еще вверх этой походить. И одну тут, одну между Давай, колодцами. давай. Или вообще 2 так дать, как думаешь? Вообще красиво. 2 справа и Или слева. давай особую дадим, чтобы под черепаху одну. Вот Давай. тут выше. Только, наверное, Ставь, пустошь. ставь. Вроде бы все походили, что могли. Ой, сейчас что там... Ну, у нас есть олягушение. Посмотрим, что у него там припасено. Но если мы говорили о Раше, то Раш захлебнулся. Теперь начинается новая игра против чего-то другого. Да, но опять же, он всегда может... Тут земли у него идеально все выстроены прям. О, сделаем это, закроем его конюхом. Или прибережем это для... Смотри, мы конюхом закрываем, еще и черепаху тут ставим. Я думаю, стоит конюх того. Конюх тут справа ману Да, собирает. да. Согласен. Прям такие И комбы слева, вырисовываются. причем, строишь воду слева от бога, и туда лепишь черепаху. То есть на ману забиваем, да? Ну да, это будет. Воду, да, строим. Конечно, мы так забили полностью на свой центр. Офигенно, так посмотри, теперь у тебя эти фугу. А, так разыгрываем тогда. Вот я только хотел сказать, Разыгрывай. сразу 2 или одну Давай нежданчик. лучше одну. Давай пока одну. Ну Черепаха, вот знаешь, такой раш мне нравится, когда начинал раш. Так, опять просят в чате, чтобы ты не бормотал себе под нос. Ага. Был увереннее, говорил нормально. Интересно. Ну, не так уж и опасно. Лучше, да, когда это можно... Вот это, ну это под олягушение, The наверное. huntress is here. Но это даже не обязательно, типа ты можешь... Пока забить на нее, да. Пускай думает он и пока её качает. попытается раскачать, да. Ну тут... Так, ну тут 2-1 надо зачистить, да, прыжком по-любому. Раз.
Тут тоже зачистить. Ну, а там Я просто подумаю в о лицо. наезднике даже. Тут в лицо Давай просто идем. наездника. Можно и А тут наездника справа собрать. возле этой, или наездника тут, да, лучше, чтобы он не закрылся, поставить, но землю эту захватить. Да, то важная земля на самом деле. Я не знаю, может стоит уже еще одну тут фугу сыграть, на всякий случай. Или думаю, ну я Да. думаю стоит, а что ее беречь? У нас... Вот, кстати, нам как хорошо. Я не помню прошлый раз. Черепаха нам тоже что-то неплохое давала, да? Вот вспомни, что она нам. Тут она фугу удешевила и скопировала. Что-то. А, не колоссы. Что-то на другое нам. Не помнишь, что там было? Не, не. Пока для меня удивительно, что даже при раше со спешкой, как оказалось, мы еще в лицо не получали. Это просто тактика, тактика. Да. О, Вот. Это интересно. ну такое. Я не знаю, может он ждет какое-то еще крутое у него будет событие. Я не знаю, мы можем даже 5-4 убить 3-2 и тут ману собрать, не терять существо. И механизм или что-то уже выставить такое. А, подожди, ну 5-6 лучше в лицо идти. Раз. И этим в лицо можем пойти. Маны хватает. А 5-4 забрать 3-2, да? Да, Наверно, забирай. Так, раз. А, не стал он. Уже. Не стал он, да, дожидаться. Но это уже страдание, там без шансов. Ну, друзья, это точно лайк, если вы досмотрели до сюда, и подписка. Такая шикарная, показательная игра от эксперта, как надо играть против Раши. Сегодня Я прям... вообще Да, говори. удивлен, что в Пандоре кто-то смог достаточно, ну, приличный раш собрать. Ну, это Раш стиля... Это помнишь, когда мы первый раз Аллу увидели? 90. Аллу 90. Ну, почти. Когда он им разнес, но чемпионом не стал, но как он разносил до финала всех им. Я тогда первый раз встретил именно такой раш на чемпионате. И вообще, ну, в играх он был не такой популярный. Раньше, если был раш, ну, это желтые со спешками. И он, помнишь, тогда непопулярные карты использовал, здания. Но Гидра прям молодец. Но Гидру тут и наездника мы меняем. Вот тут затащила переломным моментом Гидра очень круто, согласись, сыграла у нас. Она прям зарешала многое. Он, во-первых, боялся тут что-то ставить, и во-вторых, там в итоге сняли. Ну да, она дала время нам и возможность убрать существо достаточно далеко. Даже не просто достаточно далеко, а очень далеко. Ты же даже со спешкой все равно использовал перемещение Земли. Я не знаю, тут двоих жаб или планера, типа, чтоб налево уходить. Или по одному идти. Мы как бы с 2 маны в любом случае пока не собираем. Планера... давай Не, две давай жабы. планера играть. Чё? 2 жабы сюда и сюда поставить, но это от защиты будет больше. Но с другой стороны, может, надежнее. Но мы знаем, как надежно мы любим. Давай планера вообще сюда поставим. Будет ли? Не надо. Поставим? Давай. Давай так, сыграем. Ставь. Дерзко сыграем. Понял, люди, которые любят от защиты играть все время, мы будем нападение, а в итоге получается, что от защиты. Посчитали дерзко, на втором ходу возле себя землю не в ту сторону чуть поставить. Типа, сдерзили. Прям раш, да, начался. Тут на самом деле хорошо. Вот тут, кстати, так подведущий сквозь туман. Как Вот это офигенно. Я Тут не надо знаю. играть Давай ведущим. тупо в центре станем сейчас тут. Да я шучу. Ведущим Не, Да не- жаба. лучше играть на месте, где 5-4 стоит сейчас. Не, я понял, но 5-4 прям сюда в центр сейчас стать. Маной типа мы пожертвуем. Но он может, конечно, какой-то сейчас нас привязать насмешкой. Опасно. Это все-таки Не, зелень. лучше собирай, нафиг оно надо. Ну, Я люблю рисовать, но не настолько.
Ведущего мы вообще сюда можем? Или уже как-то стандартно будем строить? Да, туда тоже нормально. А? Туда тоже нормально. Или Окей. слева чем-то закрыться? Не, слева Я ведущий за то, точно не нужен. чтоб мы сильно сейчас, может, давай фиг с тем ведущих, давай 2 жабы сыграем. Тут и тут. Или исследовать. Так давай ведущего, а потом 2 жабы от него, они ж будут с Хорошо. полета. Куда ставим, короче, пустыню? Слева нормально? Или прям Нормально. играем так? Я понял твою идею, действительно. Нормально так будет. Смотри, мы ему можем... Мы ж можем ему гидру сюда где-то рядом закинуть. Слушай, это крутая идея. И сразу осквернение. Да. Не, оно, кстати, сразу не сыграет. Там именно Сразу не нужно- сыграет, да, но мы тут рядом, ему придется что-то уже выдумывать, как-то с ней пытаться тягаться. Так, хорошая идея, кстати. Под гидрочку. Но гидра уже будет стоять на его земле, и мы сможем строить земли там. О, ну видно оппоненту Ричи, кстати, 18 не назвал, у нее, наверное, не заход. Ну так, конечно, конюхов не играют, жалко. Но Пренебрежительно сыграл. и понятно, что ради этого он решил уже пожертвовать. Так, ну мы тут берем Давай. ману. Я не знаю, рискнуть аж сюда, ну, забрать, типа, будет у него там насмешка, или сюда более походить консервативно. Не, прыгай просто вверх, типа не под колодец, а вверх. А выше, точнее по центру, возле 4-4, ставь воду и Ну, играй сюда, тут, да? жаб. И туда вверх, да? Одну вверх, можно одну влево. Ну, сюда я правильно? Или прям Да-да, туда землю ставь, а куда будем ходить жабками, сейчас решим. Так, ну, раз. Так, сюда, ну, Может быть, под левый колодец, или ты хочешь конюха разбить? да и конюха хотелось, но мы и так его можем разбить, в принципе. Или он нас сейчас разобьет. Или сюда, вниз. Как ты думаешь? Ну, я думаю, лучше вниз. Сохранить жабу. А это может... А вторую по в центр ставь. А 4-4 подвинь, наверное, к колодцу. Чтоб он сразу собрал. Так у нас тут собрано. Если что. Пускай тут Так стоит. потом соберет сразу. Если что, потом его еще раз подвинешь и сможешь Понял? еще раз Согласен. разыграть. Правильно. Сделал, эксперт. Потенциально, да, мы сейчас и жабой можем достать. И ману И не потом теряем. ты можешь его также типа назад подвинуть и опять с воды разыграть кого-нибудь. Но ему сейчас надо что-то придумывать, да, чтобы закрыться. Мы, кстати, сейчас, если соберем ману, мы должны собирать. Мы же гидру можем уже фиг поднять. Красиво. I'm so smart, I astound myself. О, что много он набрал всего, слушай. Ну, у нас же прыжок. Мы, кстати, в любом пока что, если он тут сейчас не займет, ну, он, наверное, сюда, да, будет что-то ставить. Да пока нормально. Мне то здание это не особо напрягает, если честно так. Ну, тоже так скажу, терпимо. Пока что. Тут вопрос, мы можем здание убить, в принципе, сейчас. 2-2 разбиться с 2-2. Или лучше конюха его ограничивать по этой, а потом до здания пытаться добраться. С другой стороны, если мы так сейчас сделаем, то он не собирает ману на следующем ходу, и здание не апается. Так что давай конюха снимем, да? Давай конюха снимем, да? А 5-4 мы тут вопрос можем, ну, 1-3, наверное, убьем, да и все, останемся там, где есть, и сейчас ему гидру кинем. Давай. Мне план этот нравится. Хидру даже давай вообще сюда по центру в наглую поставим. Хотя это не обязательно для нее. Может куда-то осознанней землю, как думаешь? Ты можешь гидру вкинуть на его воду прямо сейчас. Это если я построить поставлю еще сюда одну воду. воду? Ну давай, Да, давай, и нормально. оттуда прыгнуть. И защитим 5-3 наш от потенциального.
прям прикольно. Мне кажется, Артема и Сейм одобрят такую игру, ведущим сквозь туман. Да, это как раз в его стиле. Он такое любит. Будет ему Насмешки. повод посмотреть. Тут насмешка только сейчас выручает его, да, так и есть. Причем сковал нас. Я не знаю. Сказал, что это основательно. Не знаешь, стоит ли тратить? Мгм. С одной стороны, чтобы сейчас добивать морально или этот, не знаю. С одной стороны, Да, мы можем... Потому что у тебя выживает все, и ты можешь убрать и паука, и насмешку, у него остается только здание. Так, если мы сейчас 5-6... ну, ты за олягушение ж думаешь, правильно? 3-6 мы А, да, олягушим, мы потом... Ну, 5-6 мы не оскверним, так как хотелось бы сейчас прям, да. А, подожди, все у нас должно получиться. Ты же можешь там еще земли построить. Вот тут сейчас, да, построим Да, землю. да, да. Потом мы олягушаем насмешку. Потом... Разбиваем ее. Кого разбиваем? Потом мы вот сейчас 2-2 Да, разбиваем, разбиваем. чтобы поставить гидру. А гидра заберет и лягушку, гидрята, и здание. Да, да. и... Да, да. И гидрята, Лицо. так нежно сказал. Конечно, это не оптимально, будет только 3 гидры, но Давай, их ты нам еще и в хватает. лицо дашь. Это офигенно, это не оптимально, это лучше. Ну и чем тебе розыгрыш? Ну, не знаю, все-таки Артем бы не одобрил такую игру, но на 2 маны, на всякий случай, потому что мы оторвались от колодцев, так, чтобы нас сейчас не пережали тут. Ты Да, противника оторвал полностью от игры. ну да. Было Удивительно, интересно, я- интересная комба. Я на этапе, когда мы собирали колоду, я вообще не ожидал такого результата. Я думал, опять придется мучиться, страдать, придумывать, выкручиваться. Да, ну это еще мы можем сейчас и 2 подряд слить раза, но в любом бы случае, уже независимо от результата, это очень интересные комбы у нас получались. Да, не было таких игр напряженных до... По-моему, ни разу даже все сокровища не открывались. До фатика не было, до окончания колод. Как-то, но комбы были реально интересные. И хорошо, что гидру взяли, это точно. И тут, конечно, зарешал ведущий сквозь туман. Я как-то был против него, но гидру мы кинули за счет него. И лягушками смогли так интересно оперировать тоже за счет него. Поэтому, да, интересная получается игра. Кажись, ну нету у нас каких-то суперсуществ. Вроде бы как дорогие, ну не самое лучшее прям сокровище. Рубин, вот такие штуки, как Иона, зеркало Ионы, возможно, тоже хорошие. Не, механизм тоже норм. Механизм очень Так, крутой. нашелся сокровищное, я его противник JC Балда. люблю. Нам еще с черепахой повезло, она вот удешевляла нам, давала 2 крутых карты за 1 ману. А первый раз... Нет, я не помню, что первый раз она нам удешевила. Я не помню. Так, ну тут... Ну, можем стража поменять, а можем все и оставить. На самом деле тут все такое... Ну, Вдруг там будет раш. Давай оставим все, тут все играется. Огнеплюя разве что, ну контроль. Пускай все будет. К огнеплея можно прям со старта сыграть. Думаешь? Можно жаб начинать. Я бы под жабу лучше. Мы сейчас вообще в раш можем пойти пустыми стража. А что-то тебя сильно понесло, слушай. Давай так, не пугать людей. Давай огнеплюя прибережем, наверное. Давай с воды начинай, да. Может Так он вот, где-то одна пригодится единица нам. контроля может с кого-то щит снять. Ну, вот В еще нам этот раз игра контроль хочет, пришел. чтобы мы на красных играли, да? Но мы упорно будем под жаб Давай строить. все-таки, может, на другую сторону воду. И 2 лягушки в разные стороны. Давай, ладно. В принципе, с прыжками мы выйдем
на фланг, если понадобится. JC Балда, вот, кстати, если Алекса помню, такие ники, вот JC Балда не помню. Может, новый игрок или я не знаю, как сейчас там в игре можно переименовывать ники. Ну, с JC Балда я бы как-то запомнил. Интересное, звучное такое название, Балда, да? Играл с таким? Да. А, Нет, играл? не играл. Я вот не помню. Так, вроде уже, кажется, это маленькое село Фаерия, тут всех знаешь. Ну вот, кстати, Огнеплюй может сыграть сейчас. Мы, конечно, ману не соберем. Но... Ой, это, наверное, будет тягучее что-то такое. Но гнев, я думаю, не стоит отдавать. Лучше Огнеплюя, да? А я думаю, лучше сейчас собрать 2 маны. По землям мы потом Так, еще так успеем смотри, это, раскидаться. я вот за что. А это ж зелень, давать ему тоже ману. Ну, тоже правильно, с одной стороны. Но как-то ты тут идешь не отчаянно. Тебя или враж, или строить землю возле лица. Как-то нету золотой силы. Ладно, заберем его на следующем ходу. Хорошо. Может, это оптимально. Золотая середина была в прошлой игре, хватит. Мана важна. Когда в атаке, да, были. Да, Гидра у нас уже аж в 2 играх сыграла Так, неплохо. мы играем против... Что тут будет интересно такое? Что ждать от зелени с горами? Тракторны. Да нет, как это называется у чудище, что бафает Саламандра. соседняя саламандра. Вот мне кажется, ну, потенциально обычно так. Так, где мы? Сейчас Ну, можно Огнеплюя фигачить. ну, справа пойдем. Где нету. Хотя 1.7, ну, о чем мы разнесем? Мы можем ее 7.7 ему сделать. Как вариант. Помочь. И пока все. Я думаю, тут у нас 2 события. Надо как бы строить где-то, чтобы тут колосиком залететь. Нельзя этому давать развиваться. Мне понравилось, когда дела решаются быстро. Мы сейчас 2 сыграем. Ну, не сейчас вообще. Пока разыграем, он уже будет 7. Пока у оппонента 12 маны. По землям все хорошо. Существо есть такое сильное. И пока что непонятно еще ничего. Ну, по мане одинаково, по землям тоже одинаково. А по существам ты пока Ой, выигрываешь. это будет скалометатель, неужели? Скаломет, точнее. Похоже так. Или что-то с дальним боем потом. Как-то так он выс поставил. Рановато, не ставь пока скаломета. Ой, вот это что будет потная катка, что очень жирные существа у него. Да, и у нас Не только люблю. одно лягушение. Ну, не Планер. знаю. Планера пока Планер, вот да. здесь, да. Пока мне не нравится, потому что мне кажется, пока мы так стоим, он копит силу, жирок. Но пока мы ничего не можем сделать ему противопоставить. Еще Потом мы что-то, можем- ну пока я даже не вижу, честно говоря, смысла что-то разыгрывать. Ничего. Да нет смысла ничего разыгрывать. Будет смысл сейчас, например, Ну не может знаю, с быть, 3.8 даже идти, закинуть может и под правда, Гидру. я хотел этот основной фланг, но сейчас логичнее 1.7 как-то забить, быстрее может. Стражем королевы. Мы, кстати, на Кучка самом отсыпать. деле, если Сайфера потратим, мы сейчас прямо его забираем. Но если он тут сейчас ничего не поставит мощно, и с прицелом потом уже, чтобы тут колосса как-то давить с правого фланга. Он сейчас, ну, 3.8, тут мы никак не забираем с Сайфера. А так и ману дабл коллект, и, ну, 5.3 он будет немного и теряем. Или унизительным взором, но унизительный, я думаю, пригодится еще. Я, кстати, ошибся, когда я сказал, прошу прощения, что мы можем 7.7 Иву сделать, я же забыл, это унизительно. Мы можем сделать 0.3 его.
Ну, тратить у него много существ, это на вес золота. Это событие у нас тоже. Вот выстраивается под саламандру, вот смотри. Вот опасно Да, подходить к устраивается под такому. нее. Кабурн. Это красно-зеленый бурн. Не знаю, отдавать 5-4. С одной стороны, надо что-то предпринимать. Если он тут сейчас саламандрой себя будет бафаться, помнишь, уже было такое, то мы тут будем так... Помню, помню. Но сейчас ты как бы с этим особо ничего не поделаешь. Он, наверное, на то и рассчитывает, что ты сейчас прыгнешь на Иву, он потом бафнется и тебя добьет, у него еще 4-3 выживет. Оно же выживает или нет? Мгм. Ну, если бафнется 4-3, этой Или, саламандрой плюс 2-2 дает, не, по идее, не выживет. по идее, надо забирать Иву, потому что так он апни 4-3 и Иву. Лучше ее Но забрать. тут по правому строим пока, да, тогда гору недостающую. Чтоб, может, там потом колосса. Да, и я бы на твоем месте сейчас еще лягушку с 2-2, может быть, местами поменял. Лягушка оттуда более вариативно будет смотреться, если что, достанет туда подальше. Ну да, сейчас так и сделаем. Да, не, пока давай не менять, все-таки лучше боевых жаб сюда на правый фланг, чтобы ману собрать, выставим. Давай так. Давай, давай так. А уже потом сделаем рокировку. Ну вот, уже и колосс, в принципе, за 7 выглядит нормально, если ставить. При том, что у нас есть еще унизительный, и можно Мгм. его дешевле сделать. Нам, конечно, чтобы 4-3 не выжил, будет оптимально. Ага. Ну ладно. Ну ладно. Пускай так. Это не так страшно. Не, ну это лягушка, это нормально. А он землю Лягушку построил сделать. только что или нет? Да. Построил, значит, это наша клетка, может быть, сейчас. Это будет хорошо. Это будет хорошо. И туда даже можно Стража Королевы вкинуть. Либо... Не, ну отдавать приказ и унизительный это дорого. Да нет. Я думаю, 4-2 мы вообще одной из жаб сейчас можем разменяться, если так. Ну, или давай так, Страж Королевы, что он даст напряженность, ману он соберет. Ну, что ему придется разменяться или еще баф Ману какой-то он не потратить? соберет, потому что он его убьет. Ты разменяешься с 2 существами, и при этом вытянешь 2 карты. Вот что он даст. Давай, нормально. Считаю, да. Жабой одной сюда и меняемся. Ну, пока все, больше ничего мы не можем сделать такого. Но явно так, чтобы уже, может, на следующем ходу колосса удастся. Хотя 10 маны тоже. Это и Кракторн, может быть, и... Но пока ему невыгодно себя апать. Разве что построить перед лицом лес. 3-8 он не успеет сейчас подойти и апнуть эти две. Но он нам не нанесет урона. Тут нам нельзя, в общем, рядом, чтобы наши с его... Я уверен, что есть эта дрянь у него. Иначе бы зачем тогда было такие земли собирать? Саламандра есть, может и не одна. Кракторн, ты угадал. А, лягушку То есть- добили. То есть наше это рандом наш, да? Рандом наше все. И вот сейчас, ну на Саламандру б не хватило, наверное, да. Но в любом случае, Да не видишь, Нормально. ему приходится хотя бы одно существо он даст. Так, ну, опять, Кракторн перед его лицом лучше, чем Кракторн перед нашим лицом. Истину, да, сказал? Ну да. Теперь нашего колосса, конечно, он разбирает. Если мы пойдем даже под Так лицо ему смотри, ты щас. приказом фигачишь 3-1 убиваешь и ставишь колосса за 6. Так, чтобы 4-9 не даст. А, видишь, он умный. Он не хочет так. Давай сейчас подумаем.
Так, Не, ну да. я думаю, 3-1 в любом случае надо забирать, потому что он его бафнет. Мгм. Ну давай. Хотя у нас что-то так по чуть-чуть уже. Че у нас 15? Что он... А, Кракторн, точно. Так. Ну, мы, в принципе, можем колосса вот сюда поставить. Он ману не соберет. Да, он 4-9 подойдет, он сюда идеально встает, нанесет 2 урона. Бафнется, но, по-моему, надо что-то двигаться. Ну давай. При Я желании боюсь, что можно... он у нас потом не хватит стат. Делаем так или... Ну, ждать, а чего ждать, с одной Ты стороны? хочешь на лес, типа, закрыть, чтобы он ману не Да, собирал, да, и да. при этом... Да, я думаю, это нормально. Я думаю, 4-4 он не разберет колосса. А если разберет, то ему придется бафы на это тратить. Я вот думаю, может сюда поставить Звездного Хранителя на сбор маны. Если еще Кракторн один, то мы тут... Давай так. А, мы Да. тогда не... Подожди, не хватит нам, да. М, Не хватит. Их пока тогда, значит, только колосса играем. Ну, лягушка там, если что, собирает пока нормально. Это под Гидру, может, удастся. Ай, опять в его сторону, с одной стороны. Ну, хороший у нас, кстати, если он сейчас все тут не растрощит, то барабан Эридона хорошая штука. Ну, кстати, такое сокровище пока что проходное. Ну, да, дропнул, ману получил. Ну, не такое страшное пока. Как Типа ему могло бы мало быть. было. Да. Ну Карты что, ему какие-то будет не Саламандра или не будет? Хорошо. Должна быть. Хорошо, да. Он может еще выставить еще какое-то третье существо, чтобы бафнуть. Или Кракторн еще. Случайного зверя вытаскивает. Угу. Ну, там, по-моему, не Но случайно. если он там нашего наверняка. 7-7 сейчас не разберет, то барабан даст ему еще +2/+2. Есть шанс, что мы выживем. И сможем неожиданно урон нанести. А знаешь, какая прям крутая комба? Не это будет, сыграть... не будет этой. Не будет сейчас Это Саламандра. сыграть Гидру, ну это прям, конечно, из области фантастики. Сыграть ее осквернение, а потом Эридон, чтобы Гидры на столе тоже бафнулись. Ну это ты что-то прям так хочешь, по-моему, звучит сложновато. О! Может быть, просто скаломета поставим в центре, а? Как тебе? Типа пожертвуем колоссом? Да я тоже думаю, не так Ну, все ты тут все плотно. равно ничего с ним не сделаешь сейчас. На нас он, правда, 5-6. может... Ну, мы тут, кстати, мы сейчас с коломета, а потом нежданчик в виде Эридона. О, Ну, так я ж под это как раз да. И рабочий они все в кучке стоят, это будет ему больно. А 7-7, чтобы он не взял ману, сейчас даже и не будем и биться, да? Я даже... В меня от лягушка. И жду Кракторн или Сайфер. Давай еще звездного тут. Хватит ли Нет, нам ты на что-то Эридон тогда? на следующий ход не сможешь. Почему? Смотри. У нас мы получим +6. У нас одна останется. Это +7. Земли нам для Эридона не надо. В любом случае, даже если эта лягушка не выживет, то мы... Хватает нам на Эридон. Это ж уже Пандора Хорошо, открылась. тогда играй и звездного, пускай будет. Ну, О, тоже, ну, колос, это хорошо. Вот сейчас, конечно, он может еще на нас загриться. Видишь, он от защиты играет сейчас. Он ждет, что он типа 3-5 будет, а мы сейчас можем нежданчиком вот, 5 дать. Лицо по-любому он сейчас закроет чем-то. Хотя он может и не закроет. Это ж он будет... Он, понимаешь, он сейчас семя не разбежится, а соседние ж существа будут тоже урон получать какой-то. Ну да, всеми он никак не разбежится. Ну и что? Он типа 4-4 уже страдает, или 5-6 страдает. и 2-1 страдает, по идее. Если он сейчас что-то перед лицом поставит, то ну... Ему сейчас самое логично 2-1 вверх походить и ничего не ставить.
Или возле 5-6 что-то поставить. Причем у тебя есть изменчивый прилив. При желании ты можешь там подвинуть, например, и бить медведя 4-9, да? Угу. О, не, все-таки разрулил он, поотбегал. Ну, молодец. Ну, молодец. Сейчас Эридон. И будем гэпать. Видишь, даже не надо ничем жертвовать, хватает. Ну, сейчас Эридон по-любому разыгрываем. Раз. Сюрприз, да? Па-па-па-па-пам. Да давай, просто бей. Ну, у него тоже и королева Магда может еще быть, то есть это прям таким, ну, я думаю, 4-4 может 2-1 ударить, но тут отдаться, а с другой стороны, что пока, может быть, на нашей и не стоит рыпаться, с одной стороны, а копить ману просто молча, пока у нас есть, просто пустыми застраиваться может. Ну, я думаю, идти ли в агрессию, убить 2-1. Ближе. Или, ну вот тут точно надо, он сейчас 2 пустые поставит, и тут... Да, там. Там может даже закрываем. так, чтобы он не этот... И тут... Давай, делай мост. Мост дружбы, да, как там раньше, телемост дружбы. Надо только оставить вот эти боковые клетки для возможности сдвинуться и нанести урон, если понадобится такой. Ключ гиганта. Ну, Ну-ка. то я скажу тоже такое сокровище. Можем... Отмахну щас. Или он такие... или он такие выбрал, или ему может, ну, не заход бывает же по сокровищу. Сейчас вообще красиво. Можно Магдой забрать какое-то его существо, продолжать бить в лицо и его же существом разбираться с его существом. Ну, ты прям вообще злодей. Подбирается, подбирается. Ага. Не, ну это нормально, это пускай. Тогда как... Пока что, я не знаю, может он чем-то камбу продолжит, но пока как ход отчаяния особо. Ну, если он 4 чем-то сейчас заберет еще, может, да. Так, пока проходной получился этот. Неприятно в лицо получать. Конечно, неприятно. Но мы пока даже ранее... Ну смотри, сколько у него жира. Реально он такой... А это я предлагаю забрать. Да. У нас, кстати, вроде мы атакуем по лицу, а равно это. Ну, забираем Розы Магды, да, раз. Забирай, да. Теперь это мы его, получается. Ну, он сейчас его, понятно, что, наверное... Он сейчас его убьет, но пофиг. Теперь... Раз. 6-5. Сюда стать, наверное, да. Давай лягушкой 4-4, забери 3-3. Ты хочешь 6-5 оставить? Да. Ну ладно. Ну, а как? Ну, я думал 6-5, просто 3-3 ударить, все. Эта лягушка такое Пускай, напряжение я думаю... тут создает. Давай бьем 6-5 и тут ставим землю. То есть все. Хорошо, оставь землю, и потом, если что, у нас выходит механизм, от которого ты похилишься. Так, сейчас я думаю, ну под колосса пустыню пока. Ну, поставим 4-ю воду, наверное. То есть все. Бо надо и особое, чтобы были. 4-1, не знаю, биться, отступить. Наверное, отступить. Отойти назад. А уже как бы у него 8 здоровья, и это должно его немножко напрячь. 7. 6. Такие 5-4, да? Ну, нормально. Так, подожди, если у него нет отхила, сейчас механизм... Не, ну он может еще... Нет, а-ля глушить он не может.
Ну, если у него разве что тоже Роза Магды, может быть. Хотя была бы, наверное, он бы 5-5 уже бы забирал. Так он сейчас ему, вот твой скаломет сейчас решает. Мы не могли его, понял, мы его на расстоянии бьем, боимся подойти, у него куча жира, все разносит. Смотри, таунты, жирные существа такие, мы так, на расстоянии. Смотри, каких он мощных существ понабирал. Прям... Ты сейчас смотри, ты сейчас можешь подвинуть 1-1 и опять в лицо зарядить. Ну, это будет не летал еще, поэтому не знаю, стоит ли. А Нам, 6... нам сейчас надо придумать... Не, хотя да, он сейчас 5-10, он уже до нас добирается. 5, так 5-10 ты сейчас убиваешь. А, да, размен. Если он 4-1 не забирает сейчас туда. Да, такая вот все-таки... Вот не было бы в той игре, я думаю, он нам не особо помог. Но в этой игре не было бы скаломета. Представь, это нам бы пришлось идти в лицо со всем этим бороться. Прикинь, у нас бы не хватило тут ничего. И да, и защититься мы бы от этого не смогли. Разбирай 5-10 и давай в лицо еще 5. То есть отодвинуть ты предлагаешь все-таки? Давай. Ну да. Вдруг отхил и правда там приказ императора будет надо. И давай уже механизм и ставить механизм. лучше уже. Согласен. Причем давай сюда прям наглую поставим. Ты Или можешь даже землю построить, вот там землю построить и туда влепить механизм. перед лицом. Ну да. А вдруг Ему он либо надо таун там забивать, его либо- закроет и будет мешать нам И стрелять. разобьет его, и умрет. Нормально перед лицом. Ну ладно, ты прям любишь издеваться там над игроками. Лягушкой можно 1-1 убить при желании. Ну да, так и сделаем. Пока что, мне кажется, я не знаю, что у него тут должно. Ну разве что здание, летающее, сияющее судно. Не здание, сияющее судно, но опять у него карт в руке. Ну сколько его отхилит она? По-моему, даже не хватит, чтобы... Ну, разве что механизм превратить в что-то. Но превращение, я не знаю, вряд ли у него тут есть. Вот, отхил был у него. Все-таки было правильное решение ударить в лицо. Но этот отхил ему не помогает пока особо. Ну да, ему... Все. Но если бы тогда в лицо не ударил, то сейчас бы он еще выживал на этом ходу. Да. Это прям тоже такая... Сказать по напряжению, но как-то легко далась. Такое ощущение. Я поздравляю тебя, Эксперт Макс. Мы, походу, так и Пандору закрыли. И без единого поражения. Это точно были мы? У меня первый вопрос. И, ну, я не чувствовал. Мне казалось, что колода... В прошлый раз видел, что не хватает существ. А в этот раз, ну, казалось более-менее, но не идеальная. Хотелось леса, раскопок, вот как у чувака. Но, как видимо, и такие жирные колоды не помогают. Тут мы выиграли все-таки за счет твоей карты. Видишь, и в какой-то игре сыграла твоя карта. Это скаломет. В какой-то гидро моя играла. Знаешь, в чем тут было большое преимущество? В том, что Мгм. колода не построена на чем-то одном. Была вариация. Можно было сыграть так, а можно так. И в каждой игре играло что-то свое. Да, да, кстати, где-то вот теперь я понимаю ценность брать скаломет. Вот когда если человек, он играл от защиты, он ни разу не пытался прессинговать. Он тупо расставлял кучу жира вокруг себя, типа там, знаешь, будет и по чуть-чуть у нас Крактор нам забирал жизни, типа, я не знаю, там, ждать уже потом в конце идти, или может у него этот было, которое на лес перемещает сагами, какой-то нежданчик. Ну вот он не шел вперед, а этот весь жир, мне кажется, мы бы всеми нашими не пробили бы. И даже если бы мы тоже стали в защиту, а он просто бы настроил жир и пошел, мы бы тоже не смогли против этого устоять.
Единственный вариант был это Да. бой на расстоянии. Прям замечательно вышла Пандора. И тебе большое спасибо за ценные, нужные советы. И спасибо за лайки. Это точно достойно. Интересно, казалось бы, колода не сильная. Ну да, все-таки, ну, видишь, как механизм зарешал. Не в одной игре. А ты его не хотел брать. Так что... Или ты рофлил тогда меня, не знаю. Ну, с пустошью мы вряд ли добились такого результата. А так Ну мы да. сегодня самое... Вот давай, ты пока подумай, 3 самые вещи запоминающиеся. Все-таки чемпионские Пандоры еще и под запись нам даются не так часто. Мое первое, ну, довольно-таки для нас вышло легкое, может из-за наших стратегий, что мы старались первую роль играть. Потому что даже Rush тот, мы ни разу физического контакта рядом не получили по лицу. Или это были события, или удаленные там эффекты, Кракторн, там Прачник. Ни разу у нас стояло пару раз совсем рядом, но так или иначе ни разу в лицо не прилетело за все 6 игр. Боты нам не попадались. Ну, видно, что это реальные игроки были. И быстро находилось все прям... Поэтому мое впечатление, колода реально крутая получилась. Наши карты, за которые мы воевали, и та сыграла в каких-то в разных моментах. Ну и третья, не знаю, то ли соперники, то ли действительно наша стратегия. Как-то прям, с одной стороны, кажется легко, но были интересные игры и комбы, достойные просмотра. Не всегда же должны быть Пандоры там по 2 часа одна катка, там, хотя это эпично тоже. Но и, иногда и так бывает. Твои 3 самые яркие мысли. Ну, я думаю, стоит отметить все-таки последнюю игру, так как это была целая куча жира. И, ну, чудом скаломет нас спас. Я не знаю, что бы мы делали, если бы он все-таки не пришел. А потом Раш. Ну, Раш меня удивил положительно. Я не ожидал встретить в Пандоре Раш от соперника. И причем он хорошо играл как Раш. И ему просто не хватило. Ну, возможно, если бы это была не Пандора, было бы сильнее. Мгм. Ну, а третье это просто общее впечатление, очень даже невероятное. Очень круто. Я не ждал такого от колоды на момент, когда мы ее собирали. Она выглядела очень серо и блякло для меня. Ну, вообще, блекло, я понял, что ты хотел завуалированно матернуться, но не надо нам 18+, к данной Пандоре. Давай блекло остановимся на таком моменте. Я еще такое добавлю, все-таки ни одна игра не была похожа на другую. Это реально. И мне кажется, у каждой игры из 6 был где-то свой герой. Где-то был герой однозначно Гидра, да. Где-то был герой все-таки главный, это ведущий сквозь туман. Когда ту же Гидру мы посылали, там лягушек. Вот скаломет. В одной катке 100% затащил, в той я бы не стал это в его плюсы, когда... По-моему, та игра для нас была в плане близости нашей половины самая тяжелая в итоге, когда он заагрился на нас. Но в итоге тут сложно говорить, потому что выиграли мы летал, нанесли за счет тех 2-3 ударов скалометом. И у нас тогда вышел хорошая комба с леталом. Поэтому, да, колода изначально оказалась не суперовой, но, как оказалось, она идеально сбалансированно вышла. Были ответы на разные вопросы, которые перед нами ставил соперник. Спасибо, друзья. Мы думаем, наш нынешний рассказ в нашей гильдии эпизод вам должен был понравиться. До новых встреч и играйте в любимую игру.